Вольер с гориллами всегда был их любимым местом. Но сегодня что-то изменилось. Кайя, игривая серебристо-спинка, не играла. Она неподвижно сидела в дальнем конце, рассеянно грызя ветку, ее темные глаза были устремлены вдаль. Обычно она раскачивалась, лазала по стенам и даже дразнила посетителей, но сегодня, когда дети окликнули ее по имени, она даже не взглянула в их сторону. За пределами вольера небольшая группа людей наслаждалась их шалостями. Они рассмеялись, а взрослые посадили своих детей на плечи, чтобы им было веселее. Мама Бена пыталась сосредоточиться на гориллах, но у ее непоседливого малыша были другие планы. «Бен, не лезь туда!» — предупредила она. Он не послушался. Его маленькие пальчики вцепились в перила, когда он наклонился вперед, широко раскрыв глаза от удивления. Затем он заглянул внутрь ограждения. Вид этих существ, казалось, оправдал его непослушание в его маленьком мозгу, потому что его глаза расширились. Крошечный ротик сложился в странную улыбку. И он ослушался еще больше, наклонившись еще ниже. Затем катастрофа. Только что Бен цеплялся за перила, а в следующую секунду его уже не было. Тихий вздох, неясное движение. Затем глухой удар. Тишина. «Бен!» Крик его матери разорвал воздух, головы повернулись, послышались вздохи. Затем раздался звук, который никто не хотел слышать. Глухой удар. «О боже, Бен!» — мать снова закричала, увидев, что ее ребенок лежит ничком. Он не выглядел раненым. Но он определенно был слишком потрясен, чтобы пошевелиться. Он только что упал с высоты 20 футов. «Моя малышка!» Она снова закричала, предупредив работников зоопарка. Сотрудники зоопарка немедленно бросились к вольеру и заглянули внутрь. Мужчины. «Мы вытащим его, мэм», — заверили они женщину, и она кивнула, сжимая в руках ожерелье. Несколько человек осудили ее за то, что она отвела глаза, но вслух этого не сказали. Мать Бена была встревожена. Она знала, что работники зоопарка что-то предпринимают, но ей тоже нужно было попытаться забрать своего ребенка. Она подняла голову в поисках какого-нибудь отверстия, через которое можно было бы убежать, и ее взгляд встретился с глазами огромной 400-фунтовой гориллы в дальнем конце вольера. Существо. Кайя повернула голову на шум. Ветка выпала у нее изо рта. Затем она пошевелилась. Земля задрожала, когда она ступила. «Кто-нибудь, остановите ее! Остановите ее!» Она закричала, когда, наконец, обрела дар речи. Смотритель зоопарка, вернувшийся с ключами от вольера и какими-то палками, немедленно побежал в отделение неотложной помощи за транквилизатором. Мать впала в панику. Она протянула дрожащие руки, как будто могла поднять их и вырвать своего ребенка из этого кошмара. Но Кайя не останавливалась, и все в растущей толпе замерли, наблюдая за тем, что выглядело как разворачивающийся кошмар. Некоторые женщины начали плакать. Нескольким другим удалось отвернуться. Как вы думаете, что произойдет? Прежде чем работники зоопарка успели прибыть, Кайя уже стояла над малышом. Ее тело было таким большим, что даже закрывало солнце. Толпа в ужасе замерла. Однако каждый родитель в толпе чуть крепче прижал к себе своего ребенка, ожидая нападения. Но его не последовало. Вместо этого Кайя,
400-фунтовый Силвербек с руками, способными ломать кости, сделал то, чего никто не ожидал. Она не била, не скалила зубы и не рычала. Ее массивная рука мягко обхватила крошечное тельце мальчика, и она подняла его. Она подняла его с нежностью, которая казалась невозможной для существа ее размеров. У толпы отвисли челюсти. Те, кто сидел с закрытыми глазами, открыли их. Только мать по-прежнему смотрела с тревогой. Она всхлипнула, увидев, как ее ребенок исчезает в объятиях чего-то дикого, необузданного. Но Кайя не причинила ему вреда. Бен заморгал, глядя на существо, держащее его. Его тело казалось крошечным в ее руках. Его губы задрожали, и на мгновение показалось, что он вот-вот заплачет. Но затем Кайя совершила еще одну неожиданную вещь. Она прижала его к груди. Кайя нежно покачала ребенка, и как будто это уже не было таким уж удивительным, из ее горла вырвался низкий горловой звук. Не рычание, не предупреждение, но что-то более мягкое, напев, что-то вроде колыбельной. Она даже прижалась своими широкими губами к его лбу в том, что можно было назвать только поцелуем. Мать Бена вздрогнула. «О, Боже, пожалуйста!» В это время вернулись смотрители зоопарка со своими рациями и пистолетами с транквилизаторами, но никто из них не ожидал такого. Один из них повернулся к все еще трясущейся матери и попытался успокоить ее. Он отметил, что она утешает его. Но почему? Пожилой смотритель зоопарка знал почему, и он немедленно рассказал об этом толпе. Как вы думаете, что он сказал? По их словам, ребенок Кайи умер. Его звали Харрис, и он много лет работал с Кайей и наблюдал, как она росла и становилась могущественным матриархом. Он видел, как она разнимала драки между другими гориллами и защищала малышей от опасности, и он видел, как она горевала. Буквально в прошлом месяце Кайя потеряла своего ребенка. Его убила болезнь, и она несколько дней несла маленькое безжизненное тельце, отказываясь отпускать его. Когда смотрителям зоопарка наконец удалось забрать его, она взбесилась. С тех пор она пряталась по углам вольера в поисках чего-то, чего там больше не было. Теперь она думала, что нашла это. После этого открытия в толпе воцарилась тишина нового рода. Они все поняли, что стали свидетелями горя. Сцена насилия, которую они все ожидали, быстро превратилась в трагическую, и все они с жалостью посмотрели на Кайю. Но жалость быстро сменилась беспокойством, когда они поняли кое-что еще. Она не отпускала Бена. Лишь на краткий миг Кайя дала им некоторую надежду. Она подошла к железной ограде, и все подумали, что она собирается отдать малыша, но она только вернулась обратно. Все начали заговаривать с работниками зоопарка. Возможно, им удастся уговорить Кайю опустить Бена на землю. Но работники зоопарка не смогли этого сделать. Если бы они были неосторожны, если бы двигались слишком быстро, если бы испугали ее, она бы почувствовала угрозу и начала сопротивляться. А мать, защищающая своего ребенка, будь то человек или зверь, была бы самым опасным существом на свете. Внезапно Бен пошевелился и огляделся. Затем он издал какой-то звук. «Мама!» Его мать больше не могла сдерживаться и разрыдалась.
Смотрителю зоопарка стало так жаль ее, что он совершил ужасную ошибку. Он сделал шаг к воротам. Он делал это медленно, но этого было достаточно, чтобы вызвать панику. Как вы думаете, что бы сделала горилла? Кайя вскинула голову, и ее губы приоткрылись, обнажив клыки цвета слоновой кости. Затем она повернулась и убежала от них в каменистую часть их загона. Толпа снова ахнула, и Харрис почувствовал, как у него сжался желудок. «Нет, не вверх! Что угодно, только не вверх!» Затем Кайя полезла мощным рывком по выступу еще выше. Она тащит его! Кто-то закричал. Мать Бена зарыдала. Крик матери прорезал воздух. «Нет, пожалуйста, остановись! Не забирай моего ребенка!» Но Кайя была проворна. Поднимаясь все выше и выше, она карабкалась по скалистому выступу, прижимая ребенка к груди. «Кайя, нет!» — закричал один из работников зоопарка. Но она не остановилась. Чем выше она поднималась, тем больше паники охватывала толпу, потому что они знали, что если Бен по ошибке выскользнет из ее рук, он не переживет падение. Если она потеряет хватку, если он поскользнется, они не хотели думать об этом. Рация Харриса затрещала. «У нас есть четкий снимок. Задержите ее». Харрис остановился, и его пальцы зависли над кнопкой. Кайя повернулась, и ее темные глаза встретились с его. В них была мольба, но он покачал головой. Если они уберут Кайю, она точно уронит Бена, а этого они допустить не могли. Он стиснул зубы. «Не стреляйте!» «Но!» — возразил голос. «Подождите!» Кайя забралась повыше на второй выступ, теперь они были почти на высоте 20 футов, и Харрис повернулся к другим хранителям, стоявшим вокруг него. «Теперь варианты», — приказал он. «Что, если мы...» — начал один из них, но резкий треск заставил их замереть. Они обернулись и увидели, что Кайя добралась до следующего камня, но из-под ее ноги отломился камень. Пульс Харриса отдавался в ушах. Еще один выступ. Вскоре она была наверху. Что касается Бена, то он уютно устроился в тепле гориллы. Вилла. Его шок от падения постепенно проходил, и теперь он восхищался птицами, которые пролетали мимо них, когда они поднимались. Внизу все еще кричала его мать. Теперь она была в полной панике. Она прижималась к перилам, как будто могла разрушить железные стены вольера. Теперь работники зоопарка были в бешенстве. «Мы могли бы заманить ее обратно», — предложил другой работник зоопарка. Харрис быстро сообразил, что к чему. Ему понравился этот план. Снова. Теперь он знал, что делать. Он нащупал в кармане что-то особенное и нашел это. «Открой боковые ворота», — сказал он. Достав ключи, они открыли ворота. Харрис шагнул вперед, и толпа зашепталась. Что он делает? Он собирается войти туда? О, Боже мой, он собирается покончить с собой. Но мать Бена посмотрела на него с надеждой. «Пожалуйста», — прошептала она, — «пожалуйста, верните его обратно». Харрис с трудом сглотнул, а затем вошел в загон. Ворота со щелчком закрылись за ним. Он, не теряя времени, спустился к скале. «Кайя!» — закричал он. Но горилла никак не отреагировала. Вместо этого она сделала еще один шаг. Крошечные ножки ребенка повисли в руках Кайи. Риск был слишком велик. Но он сделал еще один шаг.
Затем достал предмет из кармана. Это было выцветшее голубое одеяло, потертое по краям, но аккуратно сложенное. Семья. Это было одеяльце Кайи, то самое, в которое она кутала своего ребенка за несколько недель до его смерти. Она посмотрела вниз, и Харрис заметил в ее глазах смятение. Она знала это одеяльце. Она держала его, зарывалась в него лицом и вдыхала запах своего ребенка. Теперь Гарри поднял одеяло в воздух. «Оно твое, милая». Все, чего он хотел, это чтобы она слезла. Ноздри Кайи раздулись. Она посмотрела на мальчика у себя на руках. Затем она опустила взгляд на одеяло. Мир снова замер, когда она приняла решение. Затем Кайя хмыкнула и сделала первый шаг вниз. Легкие Харриса наполнились воздухом. Он не мог в это поверить. Все затаили дыхание, пока она медленно спускалась. Каждый шаг вселял надежду в мать и работников зоопарка. Мать цеплялась за перила, снова и снова что-то шепча, то ли молитву, то ли имя своего ребенка. Спуск Кайи был медленным, и Харрис подбадривал ее. «Хорошая девочка», — сказал он, когда она приблизилась. Ее ноги коснулись нижнего камня, теперь уже ближе. Вскоре она была в 20 футах, 15, 10, совсем близко. Наконец она приземлилась на землю. Харрис сделал осторожный шаг вперед, затем еще один. Один из работников зоопарка бросил туда апельсин, любимый Кайей. Это. Харрис поднял его и протянул Кайе. Ноздри гориллы сначала раздулись, но она крепче сжала ребенка. Затем она подошла к нему и потянулась за фруктами. Этого единственного движения было достаточно. Харрису было нужно. Он бросился вперед, обхватил малыша руками и вырвал его из рук Кайи. По толпе пронесся крик. Это закричала от облегчения мать. Толпа тоже закричала, когда она побежала к запертым воротам. Харрис повернулся и побежал к ним. Бен, оторванный от тепла Кайи, наконец заплакал. Его крошечные ручки вцепились в рубашку Харриса, когда он бросился к воротам. Его мать была уже там. Она упала на колени, схватила своего ребенка и разрыдалась. Она притянула его к своей груди и осыпала поцелуями его волосы и щеки везде, до чего могла дотянуться. Край. «Мой малыш!» — она зарыдала. «Боже мой, мой малыш! Спасибо!» Она поблагодарила Харриса. Харрис улыбнулся и выпрямился. Его сердце все еще учащенно билось. Бен был в безопасности. Внутри загона неподвижно стояла Кая с одеялом и апельсином в руках. Ее глубокие глаза остановились на ребенке. Ее темные глаза метались между Харрисом и матерью, которая крепко прижимала к себе ребенка. Она снова потеряла ребенка. Один. Харрис с трудом сглотнул. Он знал, что это не было нападением. Кайя была убитой горем матерью, пытавшейся заполнить свою пустоту. Он повернулся к другим хранителям и поймал их влажные глаза, когда они наблюдали, как Кайя тихо горюет. Что вы думаете о реакции Кайи? Могла ли она на самом деле понимать, что делает? Дайте нам знать в комментариях. Кайя отвернулась.
Ни гнева, ни борьбы. Только растерянность. Затем она исчезла в тени. За пределами зоопарка новость облетела весь мир, а видеоролики, снятые некоторыми из толпы, обошли даже телевизионные станции. Драматический фильм «Спасение» показали на повторе, и все, кто его смотрел, были в восторге. Это вызвало много споров о разведданных партизан. Некоторые из них не ожидали, что они будут настолько умны или проявят столько эмоционального интеллекта. Это также вызвало разговоры о материнском горе, в то время как некоторые люди призывали к ужесточению правил поведения в зоопарке, другие требовали, чтобы Кайю выпустили в приют, а некоторые, возможно, те, кто действительно понимал, увидели то, что видели Харрис и другие смотрители — боль матери. Журналисты тоже посетили зоопарк, желая получить интервью. Харрис отказал большинству из них, но все же опубликовал заявление. Кайя не нападала. Она была в трауре. Эта фраза эхом разнеслась по социальным сетям. Люди делились историями о своих потерях. Они также поделились историями о скорбящих животных, которых они встретили. Многие прислали подарки и пожертвовали деньги зоопарку только из-за Кайи. Некоторые написали письма, призывая зоопарк помочь ей. Поэтому руководство зоопарка провело экстренное заседание, чтобы обсудить будущее Кайи. Что они могут сделать, чтобы помочь ей выздороветь? Наконец, они приняли решение. Снова. Они нашли для нее детеныша гориллы. Горилла была осиротевшей, беспомощной и печальной, совсем как Кайя. Когда дверца клетки открылась, и маленькая горилла, спотыкаясь, вошла в вольер, Кайя не колебалась. Она подошла к малышу, и тот издал тихий, нервный звук. Она протянула руку, притянула его к себе и обняла. Хранители вздохнули с облегчением. Это сработало. Некоторые вытерли слезы с глаз. Кайя снова стала матерью. История Кайи показывает нам, как глубокое горе, особенно от потери ребенка, причиняет необъяснимую боль. Она также учит нас тому, что материнство универсально и объединяет всех нас, будь то животные или люди. Подпишитесь на новые невероятные истории о животных.